Решил я сделать фальш-камин. Придумал рисунок. Вот он. Вот он будет. Эх, не видно. Жаль, не видно. Карандашом нарисован. На риске, в общем, нарисовал сам камин. Потом сделал на обратной стороне чертеж с размерами. Закупил профиль и гипсокартон. Все вырезал. Это будет подставка. Вот. Сам камин вот так выглядит. Скрутил все шурупами. Сейчас сниму крышку, покажу, что внутри. Так. Обычный короб. Вот так он внутри выглядит. Так он будет выглядеть снаружи. Так, кроме этого, приобрел я лампочки. Вот такие. Они будут в виде свечей гореть красиво, ярко. Вот. Вставляться будут в эти отверстия. Сам камин я обклею обоями. Сейчас покажу обои. Обои вот такие. В виде кирпичной кладки. Вот такие будут обои. Ну, когда будет все закончено, покажу результат. Итак, вот результат трудов. Вот такой камин, фальш-камин получился. Задумано все это было только из-за того, что вот это пространство, где должен стоять телевизор, он пустует, так как телевизор висит здесь. Висит он здесь из-за того, что кровать находится у детей здесь. И оттуда здесь телевизор смотреть невозможно. Комната сама по себе узкая. Кровать напротив этого пространства установить невозможно. Ходить будет тогда никак. И решил я эту дыру заполнить именно вот этой самоделкой. Вроде ничего получилось.